Путин отверг требования Зеленского. Переговоры в Стамбуле. Зеленский выражает готовность к личной беседе с Путиным, несмотря на собственный запрет на такие контакты. Однако, как утверждают западные СМИ, Путин в Турцию не прилетит. Почему Москва сохраняет тишину? Перемирие не достигнуто. Кремль отверг требования, выдвинутые Зеленским, Макроном, Стармером и Туском. ЕС планирует новые меры против России. Трамп намерен пожать руки и Путину, и Зеленскому на встрече у Эрдогана. Найдется ли у американского президента время для визита в Стамбул, как он ранее анонсировал? Приветствую всех. Это ProTech, кратко, по сути и о главном. Поделитесь мнением в комментариях. Начинаем. С 0 часов, ровно 13 мая, ЕС готов к действиям. До конца 12 мая от Москвы ждали ответа на предложение о перемирии. Это было условие, выдвинутое во время визита Макрона, Мерца, Стармера и Туска в Киев. Макрон вчера повторил, если Путин не согласен на 30-дневное прекращение огня, последствия будут. Президент Франции Эммануэль Макрон: всем пора быть разумными. Если Россия серьезно настроена, это путь к миру. Если нет, последуют новые санкции. ЕС рассматривает меры против оператора Северного потока-2. Это лишь один из возможных вариантов давления на Россию. Из Берлина также заявили о намерении усилить экономические меры, оружие применяться не будет. Кремль в ответ призвал Германию к более умеренному тону. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Путина. Ранее были аналогичные заявления в ультимативной форме. Мы не приемлем язык угроз. С Россией необходимо говорить иначе. Тем не менее, в Белом доме считают, что диалог с Россией важен, включая прямой разговор с Путиным. Президент США намерен 15 мая прибыть в Турцию, чтобы встретиться с Путиным и Зеленским. В Белом доме рассчитывают, что Путин примет приглашение и отреагирует на предложение Зеленского. Дональд Трамп, президент США: этой встречи не должно было быть, но я настоял. И она состоится. Надеюсь на положительный результат. Есть шанс, что я прилечу. Все зависит от графика. Если будет шанс на прогресс, я там появлюсь. Нужно добиться конкретных результатов. Еженедельно гибнут тысячи людей. Турция готова устроить прием на высшем уровне для всех участников. Эрдоган сообщил Зеленскому, что его страна готова стать площадкой для прямых переговоров. Вот сообщение, появившееся на официальных ресурсах президента Турции. Он выразил готовность принять российскую и украинскую делегации. По его словам, полное прекращение огня – необходимая база для начала мирных переговоров. Это шанс, который нельзя упустить. Владимир Зеленский впервые за долгое время заявил о готовности к встрече с Путиным. Причем сказал об этом в течение нескольких часов дважды – и Трампу, и Эрдогану. Президент Украины: благодарю за поддержку и содействие на высшем уровне. Мы признаем необходимость прекращения огня. Необходим международный контроль. Мы готовы к прямым переговорам с Путиным. Важно, чтобы все в Европе стремились к долгосрочной безопасности. Контакты с США будут постоянными. При этом напомним, в октябре 2022 года Зеленский официально запретил такие встречи. Это было утверждено Советом нацбезопасности Украины. Москва ранее заявляла, отмена этого документа необходима для встречи. Вечером накануне в РФ сообщили, Лавров провел переговоры с министром Турции. Главной темой стало начало возможного диалога. Подробностей в МИД не раскрыли. Так зачем встреча представителей Киева и Москвы? Издание The Guardian пишет: Зеленский и Путин демонстрируют готовность к переговорам лишь для того, чтобы не раздражать Трампа. Дипломаты утверждают, что Зеленский согласился на предложение Путина, чтобы не испортить отношения с США. Путин, в свою очередь, действует, чтобы снизить давление со стороны Европы на Трампа. Западные дипломаты утверждают, нет оснований полагать, что Трамп и Путин действуют заодно. Но по данным The Spectator, Путин в Турцию не полетит. Почему? Организация визита требует недель подготовки. Кроме того, без предварительной дипломатической работы встреча двух враждебно настроенных лидеров вряд ли принесет плоды. Остается 2 дня до возможной встречи в Турции. Как думаете, кто представит Киев и Москву? О чем договорятся? Долетят ли Трамп и Путин до места? Верите ли вы, что война может завершиться в этом году? Напишите свое мнение в комментариях. Россия признана виновной в крушении рейса MH17 над Донбассом в 2014 году. Погибли 298 человек. Это решение приняла Международная организация гражданской авиации, ИКАО, после иска Нидерландов и Австралии.
Большинство членов Совета поддержали требование к РФ начать переговоры о компенсациях. Россия ранее заявила, что выходит из спора. Напомним, в 2022 году суд в Гааге заочно приговорил к пожизненному заключению Гиркина, Дубинского и Харченко за участие в атаке на MH17. Самолет летел из Амстердама в Куала-Лумпур и был сбит ракетой БУК российского производства села территории, контролируемой пророссийскими силами. Эстония направила полицию к границе с Белоруссией. Эстонские правоохранители экстренно переброшены на участок латвийской границы из-за увеличения числа попыток нелегального пересечения. Отряд Эстпол, 10 из 11 человек, направлен в зоны с наибольшей активностью, в районы Каплава и Рабежниёки. У всех участников опыт управления толпой. В Таллине считают, что следующий поток мигрантов может направиться через Эстонию в Скандинавию. Уже усилили охрану южных регионов страны и пригородов Таллина. Вейко Коммусаар, глава пограничной службы: когда соседи просят помощи, мы не отказываем. Попытки пересечений участились, мы обязаны реагировать. Пока в странах Балтии обеспокоены миграцией, в Германии говорят о возможном нападении РФ на НАТО уже через 2-3 года. Такое мнение высказал депутат Бундестага Норберт Рёдген. Он считает, что Европе нужно ускорить усиление обороны. Хотя разведки утверждают, что потенциальное нападение возможно ближе к 2030 году. В РФ и США в такую угрозу не верят, но по стратегической концепции НАТО Россия по-прежнему считается главной угрозой. Спасибо за ваши комментарии и лайки. Все новости недели собраны в плейлисте. Переходите и смотрите. До встречи!